Высоко сижу на автобусе. Ну что, я уже во Владимире. Позади меня сквер имени Пушкина. Сейчас пойду позавтракаю, буду гулять по этому городу. Сегодня у меня немножко побольше времени. Вот сейчас 9 утра, и меня привезли. Вечером я стартую 6:30 на электричке. Сейчас у меня будет сложный выбор между Макдаком и KFC. Не знаю, куда пойти. Конечно же, в очередной раз говорю эту фразу: какой город России без памятника Ленину? Стоит тут такой, возвышается, а сзади какое-то административное здание. Тоже очень старое, очень красивое. А я сейчас перейду на ту сторону дороги и буду там гулять, смотреть, что там такое интересное есть. Я оказалась на Соборной площади. Тут уже устанавливают елку. Там соборы. И позади меня монумент в честь 850-летия основания города Владимир. Я уже подошла к скульптуре Андрея Рублева. Его вы все прекрасно знаете по урокам истории в школе. Это великий иконописец. Он написал такую знаменитую икону, как Троица. Город Владимир – это Золотое кольцо России. Он был основан в XII веке и славится в первую очередь кафедральным собором, Свято-Успенским кафедральным собором, вот к которому я сейчас подхожу. И, кстати говоря, во Владимире население 350 тысяч человек. Это даже меньше, чем в Иваново. Кстати говоря, вот этот собор был основан в XII веке Андреем Боголюбским. Представляете, сколько веков он тут стоит? Я решила зайти на территорию этого собора. Такой вот он великий, красивый. Представляете, как он сейчас повезет? Я зайду внутрь этого храма, и там собственными руками Андрей Рублев рисовал икону. Я зашла внутрь. Там действительно очень красиво. Фрески, они уже потеряли свою яркость, но все равно стоит их увидеть. И тут есть подвох. Если вы заходите до часа дня, вход бесплатный, но ничего не видно. Там очень темно и есть такая легкая подсветка. Если вы идете к часу дня или после, там уже везде горит свет, все видно идеально, но за вход вы должны заплатить 150 рублей. Это памятник святителям Владимирской земли. Он издалека кажется таким маленьким, а на самом деле он очень огромный. Очень-очень огромный. Смотрите, памятник Александру II. На этом месте сейчас установлен памятник Ленину. Это Дмитриевский собор. Храм, возведенный в Северное Большое Гнездо на Княжеском дворе, был основан в начале 20 века и с недавних пор включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. Зашла сейчас в этот собор, вход в него также платный и тоже 150 рублей. Вот что значит город Золотого кольца России, цены не такие, как в Иваново. Я подглядела одним глазом и решила не ходить. Зайду во что-нибудь другое. Как вы уже знаете, город Владимир основан великим князем Владимиром. Сам город расположен на реке Клязьма. И сейчас расскажу несколько интересных фактов о Владимире. Владимир – это один из самых крупных историко-культурных городов России. Вдоль Владимира проходит трасса М7. От Владимира до Москвы всего лишь 170 километров. Многие туристы за один день посещают сразу два города – Владимир и Суздаль. Но у меня сегодня только один город. Основанная еще в 18 веке тюрьма для особо опасных преступников Владимирский Централ – одна из самых надежных в мире. За все время пребывания там ни один заключенный не смог из нее сбежать. Сейчас во Владимирском Централе вместо тюрьмы находится СИЗО. Очень часто иностранные туристы посещают именно Владимир. И даже когда-то сама Екатерина II приезжала в этот город. Я уже подошла к историческому музею города Владимир. Такое вот небольшое здание из красного кирпича. Хотела туда зайти, но сегодня там санитарный день.
Вы думаете, это очередная церковь, храм или колокольня? Но нет, это планетарий. И тут же рядом памятник Александру Невскому. Вот он. Знаете, очень интересный факт. Я всегда знала песню «Владимирский Централ». Я всегда не знала, о чем он поет, и даже не пыталась об этом думать. И сегодня, пока я ехала во Владимир, я смотрела топ мест, которые нужно посетить. И я поняла, что Владимирский Централ — это тюрьма. И я постараюсь найти время, дойти до нее, посмотреть, что до этого я не знала. Это Владимирский Централ. Она была основана в 18 веке самой Екатериной II. Сюда ссылали террористов, политических изменников и еще много-много опасных преступников. Из центра пешком сюда идти где-то около 3 километров. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому лучше всего доехать на такси всего лишь за 90-100 рублей. Позади меня сооружение. Это Золотые ворота. Памятник культурного наследия, построенный в XII веке и также внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ворота использовались как оборонительное сооружение и как вход в главную богатую княжескую резиденцию. Это вот Театральная площадь и Свято-Троицкая церковь. Там театр и ворота. Вернемся к интересным фактам города. Когда-то во Владимир можно было попасть только через одни из 7 ворот. Но до наших дней сохранились только вот эти, золотые. Во время Второй мировой войны Владимир был очень важным городом в тылу. Сюда эвакуировали очень много больниц, госпиталей и свозили очень много раненых. А еще за годы Второй мировой войны местные жители и все, кто тут жил на тот момент, пожертвовали более 40 тысяч литров крови для раненых. 239 строений города Владимир признаны объектами культурного наследия. Несколько из них были построены еще до нашествия татаро-монгольского ига. А я поднимаюсь на Козлов вал. Это оборонительное сооружение. На тот момент составляла в длину 7 километров, в высоту 9 метров. Я подошла к какой-то вышке, похожей на водонапорную башню. Написано, что там экспозиция «Старый Владимир». Смотровая площадка. Надеюсь, она работает. Зашла в этот музей. Тут билет входной стоит 150 рублей. И льготный, как обычно, 100. Такие вот экспозиции. Потом поднимусь наверх на смотровую площадку. На самом верху, на смотровой площадке. До того момента, пока сюда поднимаешься, на каждом этаже есть экспозиции об истории города Владимир. Что я узнала, что тут очень религиозный город, атеистов практически нет. Средняя продолжительность жизни была где-то 27 лет. Вот на этой смотровой площадке я сейчас была. Тут какая-то небольшая церквушка и скульптура «Зимняя вишня». Вишня – это символ плодородия Владимирской области, города Владимира. Раньше ее здесь активно выращивали в 19 веке, в начале 20-го. Но с каждым годом обороты ее все уменьшались, и разведение вишни забросили. Зато Владимир в то время был очень популярным городом и областью, где активно выращивали овощи. Мне посоветовали сейчас сходить на местную пешеходную улицу, она называется Георгиевская. Там еще 2 смотровых площадки есть. Я подошла куда-то. Тут можно в бинокль на все посмотреть. 1 минута 10 рублей.
Этот обзорный бинокль — это самая беспонтовая вещь, потому что лично я в ней ничего не увидела. И это не из-за того, что у меня плохое зрение, просто в такую погоду он весь заледенел. Я попала на пешеходную улицу. Тут вот такая вот колонка старая, и она работает. Только очень. Владимир славился очень крутой пожарной частью. Здесь было больше всех среди всей Руси народу. Работала, служила. И вот тут такая скульптура пожарнику. Там дальше, видимо, пожарная часть и пожарная машина. Сейчас мы до туда дойдем. Пожарная часть. Мальчишка шалопай. Местные воришки того времени. Тут еще очень интересная старинная афиша. Раньше вот так вот вывешивали все афиши. А это вот собирательный образ владимирского художника. Рисуют картины, палитра, кисть. На самом деле я еще ни одной смотровой площадки на этой улице не нашла. Может быть, она имела в виду вот эти вот открытые местности, это смотровые площадки. Добрый доктор Айболит от простуды защитит. Аптека. Тут какая-то церковь на реставрации. И там дальше частный музей ложки. Единственный в России частный музей ложки. Попробую дойти и узнать, сколько там стоит вход. У меня еще 2,5 часа до отправления. Я уже очень сильно устала. Хочу где-то посидеть, погреться, либо что-то посмотреть, но не гулять по улице. Столько ложек в одном месте вы никогда не видели и больше никогда не увидите. Только здесь, во Владимире, в частном музее ложек. В данном музее более 4000 ложек, а вообще в коллекции Татьяны Пикуновой более 15 326 ложек. Поэтому приходите сюда, в этот музей. Цена всего лишь 150 рублей. Вход бесплатный только людям вот с такими фамилиями. Сейчас я быстренько все посмотрю, чтобы все увидеть, ничего не пропустить. И потом будет 40-минутная экскурсия. Походом в музей ложек я завершаю свою поездку по городу Владимиру. Надеюсь, вам здесь также понравилось. Спасибо, что путешествовали вместе со мной. Приезжайте в этот город, открывайте новые места, пишите мне в комментариях, были ли вы здесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх.